Путин заявил о победе и достижении цели на фронте. Срочное совещание с военными за несколько часов до прилета в Москву представителей США. Реакция Киева и позиция Зеленского. Запад допускает поражение Киева. Европа призывает остановить Кремль. Беларусь против Литвы, Литва против Беларуси. Минск заявляет об атаке БПЛА. Вильнюс отвечает. Военные НАТО требуют ответа от Украины и делают предупреждение после атаки танкера в Черном море. Послание Киеву. Лариса Долина на фоне скандала идет в Госдуму для решения квартирного вопроса россиян. У российских миллиардеров рвутся кошельки, а пенсионеры массово получают внуков-роботов, которые должны спасти от одиночества. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка прямо сейчас, как всегда. Нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Военные НАТО требуют ответа от Украины. В Дании хотят услышать разъяснения по поводу коррупционного скандала и оборонной компании Firepoint, которая занимается выпуском ракет «Фламинго» и может быть связана с теми, кого недавно назвали участниками большой схемы по отмыву $100 миллионов в энергетическом секторе Украины. При этом в Копенгагене подчеркивают, претензий к самому заводу Firepoint, который строится на датской территории, у них нет. Нет никакого коррупционного отношения с заводом в Дании, поскольку в процессе его работы необходимо соблюдать датское законодательство. Поэтому по поводу создания Firepoint в Дании у меня нет никаких тревог. Но, конечно, я обеспокоен нынешней дискуссией о коррупционном скандале в Украине. Напомню, Firepoint – партнер Дании по запуску производства твердого ракетного топлива рядом с авиабазой Скидструп, где размещаются истребители F-16. Беларусь заявляет о преднамеренной атаке со стороны НАТО. Речь о залете в республику БПЛА из Литвы, не боевого, но его уже окрестили экстремистским. Он был начинен не взрывчаткой, а листовками с посланием от тех, кто выступает против политики Лукашенко. В Минске полет БПЛА назвали провокацией не только по отношению к Минску, но и к Варшаве и вызвали на ковер временного поверенного в делах Литвы. Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозаписи и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут беспилотного летательного аппарата западноевропейского производства предполагал пролет на территории Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы. Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша. Дело уже на личном контроле Лукашенко, спецслужбы работают, дали понять в пресс-службе Лукашенко. Делом займется КГБ. При этом в Минске заявили, что литовцы допускают очередную ошибку. Вильнюс при этом не подтверждает, однако и не опровергает информацию о полете беспилотника. В Литовском наццентре управления кризисами заявили, что власти Беларуси не первые, кто выдумывает различные истории и выдвигает обвинения в адрес стран Запада и Литвы. Это действительно прекрасная возможность в очередной раз напомнить миру, что именно Беларусь несет ответственность за то, что воздушные шары контрабандистов, взлетающие с ее территории, представляют угрозу литовской и европейской гражданской авиации, пассажирам и нашему обществу. С Москвой и россиянами нельзя иметь никаких соглашений. Это резкое заявление из Варшавы. Президент Польши Навроцкий, который на днях отменил встречу с Орбаном после того, как тот побывал на встрече с Путиным, заявил, что Польша хочет жить без войны и быть мирной, но армия должна быть как молния. Далее цитата. «Она будет сиять своим блеском в мирное время, но будет готова ударить во время войны». Обращение прозвучало во время торжеств по случаю Дня курсанта и в 195-ю годовщину ноябрьского восстания. Навроцкий напомнил курсантам, что их служба – это выбор ответственности за безопасность Польши. Он связал сегодняшнюю подготовку офицеров с уроками истории, особенно с ноябрьским восстанием, заявив, что Польша сталкивалась с российской агрессией и обманом. По его словам, тогдашние молодые повстанцы ясно сказали «нет» империи, и этот урок остается актуальным. Навроцкий не называл россиян россиянами, для этого выбрал этническое и политическое прозвище. Да, это тоже урок современности. Это урок и для нас. С москвами ни в 19 веке, ни в 20 веке, ни в 21 веке не бывает никаких соглашений. Там есть только ложь, желание отнять дух и стремление уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, дорогие дамы и господа, глубоко веря в польских курсантов, польских офицеров, польских генералов.
Шестой визит в Москву. Уитков, зять Трампа, Кушнер и Путин за одним столом переговоров. На столе переговоров, вероятно, выгодное предложение, пишет западная пресса. После переговоров Украины и США следующая станция – столица России. 2 декабря американскую дипломатию ждет испытание Кремлем, пишет CNN. Главные вопросы – Украина в НАТО или нет, а также территории. По данным CNN, накануне переговорщики обсуждали возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности вступить в военный альянс, но Киеву не запретят хотеть вступить в НАТО. Перед прилетом посланников Трампа во время переговоров с Украиной был поиск креативных способов обойти красные линии Киева, вновь уточняют источники издания. Теперь предстоит главное – получить согласие от Путина, который должен пойти на уступки. В ближайшие дни может проявиться и другой фактор срыва переговоров. Кремль, который до сих пор не отказался ни от одного из своих максималистских требований подчинить Украину перед тем, как прекратить войну. На фоне намеков на возможные украинские компромиссы, которые формируют американские переговорщики, следующая и более крупная задача для американской чил-ночной дипломатии может заключаться в том, чтобы убедить Россию принять эти решения. В то же время, напомню, буквально на прошлой неделе The Telegraph писал, что Трамп уже все решил, и Крым и Донбасс будут признаны российскими, в первую очередь Вашингтоном. Продолжающееся стремление Кремля к контролю над областями показывает, что Путин ни разу не рассматривал возможность уступок ради прекращения почти 4-летнего жестокого конфликта в Украине. Последние разоблачения также усиливают опасения в Европе, что Вашингтон может навязать Киеву неоптимальное мирное соглашение. Миссия Уиткофа в Москву может спасти или разрушить мирный план без участия Украины. О возможном срыве переговоров пишет The Times. В материале говорится, что представители США везут в Россию свои бизнес-навыки, а союзники Киева опасаются, что Путин предложит выгодную сделку США. Союзники Киева боятся, что в Москве перед двумя американцами Путин начнет размахивать аналогичными бизнес-предложениями, и в итоге Украина получит куда менее выгодное мирное соглашение. Сам Уитков уже открыто говорит о желании видеть больше торговли США с Россией. К тому же Кремль достанет козырь. The Times пишет, Путин обвинил Зеленского, когда назвал правительство Украины коррумпированным и таким, которое обманывает американских налогоплательщиков. Это заявление Путин сделал на днях, вспоминая коррупционный скандал Киева. Он обвинил Зеленского в воровском руководстве. В воскресенье Трамп заявил, что ситуация с коррупцией не помогает, добавив: «В Украине есть серьезные проблемы». Украинцы теперь опасаются, что Уитков и Кушнер будут еще более восприимчивы к доводам Путина, когда встретятся с ним за закрытыми дверями на этой неделе. Издание также делает вывод, Уитков и Кушнер – это люди, чьи личные бизнес-интересы на Ближнем Востоке не раз вступали в противоречие с их дипмиссией во время переговоров по Газе. Поэтому, далее цитата, «мало похоже, что Путин позволит им уехать с пустыми руками». Конец цитаты. Зеленский же накануне обвинил Путина во лжи, заявив, что Украина держит линию фронта. К тому же дал понять, территориальные вопросы с американцами обсуждались 6,5 часов на последних переговорах. Украина не готова отступить и уступить. Безусловно, у России есть продвижение. Безусловно, у России есть несколько наступательных действий и операций. Ни одна из этих операций успешной не была. Но идут сложные бои в Покровске и на других направлениях. Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления. Я говорю об этом честно. Без присутствия европейских партнеров принять сложно, потому что деньги находятся в Европе. И в вопросе гарантий безопасности важны конкретика от США и Европы. В то же время Путин поздно вечером 1 декабря, накануне прилета представителей США в Россию, заявил о победе. В Кремле отчитались: Россия взяла под свой контроль Покровск и Волчанск. Цели достигнуты. Было опубликовано видео, как утверждается, снятое в центре Покровска. Прозвучало и косвенное обращение Путина к украинцам. Он заявил, что ситуация на фронте – трагедия украинцев, и обвинил во всем Киев. В целом мы наблюдаем, что войска объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта. В последние дни действительно установлен контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории, в том числе и той, которая еще находится под контролем противника.
Наступление российских войск идет практически на всех направлениях. Также на срочном совещании Путин заявил о необходимости создать зону безопасности вдоль украинской границы в зоне ответственности группировки «Север». В СНБО Украины уже отреагировали на слова Путина, заявив, что это все рассчитано на западную аудиторию для повышения ставок в дипломатии. При этом также добавили, что часть Волчанска по-прежнему под контролем ВСУ. Покровск в сообщении представителей украинской стороны на момент записи выпуска не упоминался. Мониторинговый канал Deep State не подтверждал потерю Покровска. Зеленский же накануне созвонился с Уиткофом. Кроме того, он пытается заручиться поддержкой у европейских союзников, пишет New York Times. Речь о переговорах с Макроном, телефонная беседа с другими европейцами, полет в Ирландию и связь с представителями Трампа. Зеленский находится под давлением США, говорится в публикации издания, а дипломатическая активность вряд ли сблизила стороны конфликта. Белый дом оказывал сильное давление на Украину с целью согласовать предложенный план, одновременно давая понять, что готов учитывать озабоченности Киева. Но усилия по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями, особенно после того, как Россия дала понять, что не поддерживает инициативу. Несмотря на всплеск дипломатической активности, пока мало признаков того, что разрыв между сторонами уменьшился. В то же время Запад допускает победу Путина. Неожиданное заявление сделала Кая Каллас, выразив опасения, далее цитата, что все давление будет оказано на жертву, то есть на Украину, которой придется идти на уступки и обязательства. Конец цитаты. Да, я действительно боюсь, что все давление будет направлено на более слабую сторону, потому что проще прекратить войну, если Украина капитулирует. Но это не в интересах никого, ни Украины, ни Европейского Союза, ни глобальной безопасности в целом, потому что в уставе ООН сказано, что нельзя изменять границы силой. Если это сойдет с рук, мы увидим такое и в других местах. Итак, друзья, западная пресса писала, что миссия Уиткофа в Москву может спасти или разрушить мирный план. Ваши ожидания от этих визитов и переговоров. Делитесь, как и прежде, мыслями в комментариях. Пришло время сказать вам всем спасибо за ежедневную поддержку лайками. Спасибо, что слушаете, слышите и подписываетесь на канал «Время Прядко». Подписывайтесь активнее, чтобы не потеряться среди сотен других каналов в YouTube. А я продолжаю. Ближайший соратник Зеленского и один из главных фигурантов коррупционного скандала арестован. Тимура Миндича отправляют за решетку, об этом сообщает Суспильне. Но арест заочный, ведь Миндич бежал из страны. В то же время граница теперь закрыта для бывшего главы офиса Зеленского Ермака. В этом накануне уверял депутат Гончаренко. По его словам, на украинские погранпункты было разослано соответствующее указание не выпускать Ермака. Однако эту информацию в погранслужбе опровергли. Такого решения нет, потому что НАБУ еще не объявила подозрение бывшему главе офиса президента Ермаку. Кроме того, Ермак, мобилизационного возраста, не имеет 3 несовершеннолетних детей и, судя по желанию вступить в ряды ВСУ, физически здоров. Поэтому он и так не может уезжать из страны. Ермак не только физически здоров, но и имеет силы на истерики. На это намекает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в офисе президента. Авторы пишут, что Ермак не верил, что Зеленский его уволит, а когда его попросили написать заявление об увольнении, устроил Зеленскому истерику с упреками и обвинениями. В критический для самого Ермака момент, говорится в материале, никто из команды Зеленского не встал на его защиту. Далее цитата. «Отвернулся даже тот, чьим именем и волей Ермак фактически соуправлял государством в течение последних лет». НАТО ставит условия Киеву. Жесткое заявление на фоне взрывов танкеров в Черном море. Подобные удары по российским судам в Балтийском море могут обернуться катастрофой, в частности, эскалацией и масштабными экологическими проблемами. Киеву отправлено предупреждение из Эстонии. Глава МИД заявил, что Украина имеет право уничтожать военные и стратегические цели на территории России, но отметил, что атаки в международных или экономических водах Балтики совсем другой уровень риска, включая возможные претензии стран региона, как это было, например, в случае Турции. Более 60% экспорта российского газа и нефти проходит через Финский залив. Это огромный объем, особенно в коридоре шириной всего около 6 морских миль. Мы не говорили «не приходите сюда», но было бы разумно этого не делать, потому что ситуация в Балтийском море действительно может резко обостриться.
Рвутся кошельки. Несмотря на санкции США и Европы, российские миллиардеры существенно приумножили свое состояние. Суммарно за этот год крупнейшие бизнесмены РФ обогатились еще на 18 миллиардов долларов. По данным рейтинга Bloomberg, всего в списке богатейших людей мира 21 россиянин. Самый обеспеченный – один из основных владельцев Норникеля – Потанин. Его состояние выросло почти до 29,5 миллиардов долларов. Подзаработал за этот год и основной бенефициар Северстали – Мордашов. У него почти 26 миллиардов долларов. При этом больше всех заработал Алишер Усманов. Его состояние выросло больше, чем на 5 миллиардов долларов и достигло 18,5 миллиардов. Также в рейтинг обогатившихся попали российский олигарх Махмудов и президент фонда Сколково Вексельберг. Долина идет на повышение, ее ждут в Госдуме. После квартирного скандала российскую певицу пригласили в качестве эксперта на круглый стол, который состоится 17 декабря. Тема заседания, пишут СМИ, кризис доверия на вторичном рынке, правовые механизмы защиты участников сделок. Инициатор – депутат от ЛДПР Свищев. Он считает, что ситуация приобрела характер национального бедствия, россияне боятся покупать квартиры. Также в Госдуме заявляют, мошенническая схема не нова. Российские суды признали недействительными уже тысячи сделок по покупке недвижимости у пенсионеров. Как и в случае с Долиной, аферисты просили продавцов перевести деньги на подставные счета. Обманутые пенсионеры уже после сделки отправлялись в суд, там добивались признания договора недействительным и возвращали себе квартиру. Оставляли деньги себе, а покупатель оставался ни с чем. Некоторые пенсионеры сами становились аферистами и таким образом зарабатывали на россиянах. Чтобы покончить с эффектом Долиной, в России хотят ввести обязательное нотариальное заверение и страхование всех сделок с недвижимостью. В Южной Корее растет спрос на внуков-роботов. Главные покупатели технологической новинки – пенсионеры от 70 и старше. Причина всему – одиночество, говорят южнокорейские соцработники, и стремительно стареющая нация. Сейчас в Южной Корее более 10 миллионов человек старше 65 лет. Пожилые люди часто предоставлены сами себе, дети или опекуны проведывают их, но не так часто, как хотелось бы старикам. Робот-кукла отчасти решил проблему одиночества. На вид это милая тряпичная игрушка ростом около 50 сантиметров. Робот запрограммирован так, что может напоминать пользователю о приеме лекарств или еды, но его главная миссия эмоциональная, с ним можно поговорить. Когда пенсионер возвращается домой, кукла произносит: «Бабушка или дедушка, я ждал вас целый день». Стоит такой собеседник примерно $880, но многие пенсионеры Южной Кореи получили электронных внуков бесплатно в рамках специальной госпрограммы. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.